Всем привет, друзья! А также новые подписчики моего YouTube канала. Ну что ж, прошел год с тех пор, как я рекомендовал вкладывать в валюту, в доллар, в юань, а также покупать акции и криптовалюту. Давайте сейчас посмотрим. Я хочу показать, как все-таки это выросло. Многие мне не верили, говорили то, что доллару конец, рубль сейчас окрепнет. И тогда, год назад, действительно рубль укреплялся, когда он стоил 45 рублей, там 50, 55, 60. И вот в то время я покупал доллар, когда мне говорили: ты дурак, покупаешь доллар, ведь он рухнет. А сейчас давайте посмотрим, насколько он вырос. Смотрите, доллар. За сколько он вырос? Начнем с лета. Почему с лета? Потому что вот год назад, вот смотрите, вот 30 июля я писал статью в своем телеграм-канале о том, в какую валюту сейчас вложиться в такое тяжелое время. И сейчас я активно покупаю доллар и юань. И вот, чтобы государство, я даже написал это, чтобы государство сейчас не говорило, но доллар уже идет к отметке 70-80 долларов. Тогда он стоил 65 или 60 рублей, не помню. Я считаю, что в конце года или в начале следующего года мы все увидим доллар по 100 рублей. Ну, я, конечно, не угадал. Осенью он столько не был, да и сейчас 100 рублей не стоит. Но все равно он вырос все-таки, чтобы тут не говорили. Вот, правительству не выгоден крепкий рубль. Российские компании теряют прибыли из-за крепкого рубля. Вот, то есть, говорили уже то, что Центробанком, там правительство все говорило то, что мы сейчас потеряем бизнес, если мы не сделаем, то есть если доллар не окрепнет. Вот. Так долго российский бизнес не протянет. Вот, о чем я и писал. Государство сейчас вводит комиссию за хранение долларов. Как вы помните, тогда были бешеные комиссии на счетах, в банках и на брокерских счетах, для того, чтобы простые граждане избавлялись от доллара подешевле, то есть, да, продавали по 60 рублей, да, за доллар, и потеряли свои деньги, а банки на этом заработали. Так оно и случилось. Какая прибыль сейчас у Сбербанка? Вы посмотрите, как акции растут. Сейчас я вам тоже это покажу. Так как российские компании теряют прибыли, из-за этого нерезиденты из дружественных стран будут продавать рубль и уходить из российского рынка. И все их деньги пойдут в валюту на зарубежные счета. Рубль рухнет, о чем я и писал, пожалуйста. Второе писал: если же вы боитесь покупать доллар, то для сохранения своего капитала покупайте юань. Юань – одна из самых стабильных развивающихся валют за счет больших резервов Китая, которая позволяет властям проводить интервенции и держать курс под контролем. Значительные резервы и профицит счета текущих операций снижают риски для юаня и делают его привлекательным. Юань все больше набирает популярность. Вот, пожалуйста, я об этом писал. Теперь давайте посмотрим график. Так, начнем так. Я тут уже отметил. 30 июля, да? Я это все писал. Пожалуйста. Даже с августа, ну давайте, ладно, вот где вот на выше. 52 рубля, пожалуйста. Сколько сейчас? 92 рубля, на 47% вырос доллар, по графику у нас показывается, да? Вот. Пожалуйста. Вот, 92 рубля доллар. Юань также, о чем я и писал. Юань также вырос. Сейчас я вам покажу, почем я его даже покупал. Так, 30 июля, сейчас возьмем. Июль. Вот, с 1 августа. Да, пожалуйста. Тоже вырос. На 36%. Тогда он стоил 9. Но я тогда покупал его за 8 с чем-то. Пожалуйста. Еще прибыль. Можно было заработать. Смотрим также. Сбербанк. Опа, смотрим. Какая прибыль? Ой, сколько роста. С лета. Притом летом я его тоже скупал и показывал это в YouTube канале. Сейчас я вам это покажу. Пожалуйста, сколько он стоил тогда? 135, да, рублей. 200, вот. Плюс, блин, 100% да. Вот. 269 рублей. Тогда он стоил у нас, даже давайте 22 августа на росте возьмем, 142. Привилегированные, то же самое привилегированные акции. Можно было даже привилегированные покупать, что я тоже делал, и привилегированные скупал. 125 рублей, 268, опа, да.
тоже 100%. Так, что у нас тут еще? НМЛК. НМЛК вообще 74 рубля стоил, ну это в октябре. Летом 131 плюс. Пожалуйста, у меня на Альфа-брокере, когда вот я показывал в предыдущих видео, да, год назад, когда я был на Альфа-брокере, когда у меня там остались российские акции, при переводе в БКС они там у меня остались, мой портфель год назад был в абсолютном минусе, то есть все компании у меня были в минусе. Сейчас они абсолютно все в плюсе, то есть я вышел в плюс, то есть все компании сейчас уже в плюсе. То есть бешеный рост, вот. Норникель тоже сейчас, кстати, растет, он сейчас у меня в минусе, я его покупал тоже летом, но сейчас уже начал расти. Новотек, то же самое, в плюсе. Сколько он стоил год назад, июль, смотрим. 1029 рублей, 1500 сейчас уже за одну акцию. Плюс золото я покупал где-то в феврале, тоже видео об этом выпускал. Ну, очень все в плюсе. Так, Газпром. Ну, Газпром, смотрите, такая очень интересная история у меня была летом. Вот у меня были акции Apple, и когда тот же самый доллар упал, акции тоже упали. Так, возьмем июль 22, вот. И дело в том, что Газпром обещал своим инвесторам выплатить очень хорошие дивиденды на прибыль. И у меня тогда такое сомнение было, оставаться в Apple или уйти в Газпром. Я же думаю, блин, сейчас продам все свои акции Apple, выйду в рубль и куплю акции Газпрома, получу на них дивиденды. И как бы думал то, что сейчас акции вырастут и заработаю на этом больше. Но в итоге получилось все наоборот. Я тогда просто думал, очень долго я об этом думал. Продавать мне акции Apple и покупать Газпром, но все-таки я решил подойти, сел, подумал с холодной головой и решил не продавать акции Apple, а остаться в этой компании. Потому что я так подумал, что сейчас вот время пройдет, доллар вырастет, и тут американский рынок тоже взлетит. И как бы, а Газпром еще неизвестно, и эта компания мне никогда не нравилась. То есть на новостях что же и случилось, смотрим, Apple с лета, насколько он вырос, тогда возьмемте, ну давайте тоже июль, возьмем конец июля, так, где у нас, ну вот 1 августа, 162 рубля он стоил, 195, вы смотрите, то есть он уже пробил новые максимумы до кризисных вот этих всех ситуаций, то есть он даже до кризиса столько не стоил, сколько сейчас после кризиса, просто набрал очень большой рост, так же как и доллар тоже вырос, пожалуйста. А теперь давайте сравним с Газпромом. Пожалуйста, в тот момент, когда они объявили хорошие дивиденды, они объявили, не помню, то ли в мае, то ли в апреле, то, что выплатят, не помню, 20% или 25% дивидендов, притом все начали также люди продавать свои зарубежные акции, выходить из доллара в рубль и покупать Газпром. На новостях же то, что этот рынок также инвесторы заливали, то есть акции Газпрома, заходили в них, вот он так поднялся, очень неплохо, но потом случилось что? Вышла новость, что директора вот этого Газпрома решили не выплачивать своим акционерам дивиденды. И все, бах, смотрим, упал Газпром, все, на минимум, в то время как все начали еще говорить, блин, нафиг я купил эти акции Газпрома, дивидендов не будет, притом они и упали. Но в итоге потом все-таки они выплатили там 31% вроде на дивиденды. Да, они получили чуть позже дивиденды инвесторы. Чуть-чуть он подрос, но в итоге сейчас где? 173 рубля. Он все равно упал. Вот. И некоторые инвесторы, которые уходили из вот этих зарубежных акций, да, продавали доллар в рубль, притом по 60, по 50 рублей, они еще и потеряли на этом. То есть они потеряли на долларе, они и потеряли на вот этих акциях Газпрома. Вот. Хорошо то, что я тогда не продавал вот эти акции Apple и не заходил в Газпром. Также я смотрел многих блогеров, что они делают. Я даже комментарий, помню, оставил. Тоже планирую продать все свои акции Apple и зайти в Газпром. Но в итоге я поменял свое мнение, что чему я даже очень рад и доволен, то что я принял правильное решение. Также смотрим Microsoft.
тоже пробил очень хорошую точку, набирает ход. Amazon тоже немного следов... Так, ну не, немного упал, но все равно набирает ход. Смотрим. Так, ну, валюту юань, доллар я показал. Так, давайте посмотрим. Вот где я показывал на своем YouTube канале то, что я покупаю акции Норникеля, Новатэка, Пик тогда. То, что я покупаю доллары. Вот, пожалуйста, вот мое видео. Также можете зайти посмотреть. Вот, 100 долларов я покупаю по 55 рублей. Вот. В своем YouTube канале я рассказывал об этом. Также я выкладывал скриншоты. Давайте вернемся вверх. Вот, то, что я покупал юань. За сколько? Вот, 8 рублей 74 копейки тогда стоил юань. Купил на долгосрок, верю, что китайская валюта постепенно будет расти. Пожалуйста, почти 12 рублей уже стоит. Так, давайте вернемся вверх. Так. Вот, пожалуйста, доллар летит вверх. Прикупил сейчас еще 112 лотов. Продолжаю усреднять, пока маленькая цена. Вот, за 63 рубля я покупал. Заходил, то есть я усреднял. Только начал покупать доллары, как он резко начал расти, пожалуйста. Так, постепенно упало по 53 и по 55 рублей. Сегодня доллар стоит уже больше 61 рубля. Считаю, что к осени будет равен 70 рублей на 1 доллар. Также 1 июля, вот тоже скриншот, то, что по 55 рублей, вот я купил доллары. Купил я доллар для того, чтобы усреднить свой портфель. И действительно так и случилось. Я усреднил свой портфель. И сейчас нахожусь в очень хорошем плюсе. Пожалуйста. Ну, также у нас смотрим индекс Мосбиржи. Набирает ход, сколько он. Тогда, вот почему я так говорю. Вот многие инвесторы в этот кризис 22 год все разочаровались на фондовом рынке. Как я вот говорил в предыдущих видео, то что не все выдержат вот это вот падение. И многие не знают, как инвестировать. Про книги я также в предыдущем видео не зря рассказывал. Для того, чтобы вам иметь финансовую грамотность и правильно инвестировать, прочитайте эти книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор». Там об этом же и написано. В кризис всегда все падает, но постепенно это все отрастает и даже больше, чем было. Кстати, что про доллар еще отдельно хочу сказать. Вернемся к истории. Когда все говорили то, что кризис, нам средства массовой информации закидывали такую информацию, то, что все, доллару конец. Вспомним все кризисы, когда доллар тоже падал. Вот просто вот вспомните, либо посмотрите сейчас в интернете. Все говорили, доллару конец, доллару конец. И каждый кризис об этом говорят. И вот, я не знаю, люди не учатся, не знаю, на ошибках прошлого. И вот каждый кризис доллар все равно отрастал все больше и больше. Ну, как вы собираетесь на этом заработать, если даже вот многие инвесторы просто, наверное, не изучали то, что в кризис, вообще-то каждый кризис доллар всегда растет, фондовый рынок тоже отрастает. Даже если некоторые знают то, что доллар в каждый кризис растет, но акции-то тоже вырастают и набирают максимумы. Да, индекс Мосбиржи, конечно, не пробил, но 21 год максимум, да, 21 года, вот октябрь 21 года, смотрим, сколько он стоил? 4281 базисных пунктов. Но сейчас хочу сказать то, что московская биржа уже пробивает, вот, дошла до февраля, 21 февраля 2022 года, уже начинает набирать. Индекс NASDAQ, смотрим, тоже дошел до января 2022 года, пробивает. Индекс S&P 500 также дошел, ну, пока что дошел до апреля 2022 года, ну, потому что там больше компаний, там 500 плюс компаний зарубежных хранится. Вот, пожалуйста. Смотрим. И сейчас я также продолжаю покупать доллар, но только уже я ушел в криптовалюту. Да, о криптовалюте хотел сказать. Так, давайте вернемся, где я говорил на YouTube канале в начале года. Криптовалюта вырастет в 2023 году, то есть 6 месяцев назад я это снимал. Так оно и случилось.
6 месяцев назад, но это где-то был февраль 23 года. Давайте вернемся к февралю. Не помню, какого числа я это все снимал, но все равно смотрим. Биткоин вырос. Хоть сейчас он вырос тогда до 30, но сейчас немного падает, но все равно он вырос. Также про эфириум. Эфириум я тоже летом, помню, говорил. Он стоил $700, вы представляете? Где-то вот здесь вот я про него говорил. Ну, 800 показано, но на самом деле тут нету вот этой вот отметки, где он 700 стоил. Пожалуйста. Сейчас стоит уже 105%. $1835 за один эфир. $700 летом к тому было, это где-то 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей к тому, это потому, что еще и доллар был по 60 рублей или по 70 рублей вроде, если я не ошибаюсь, ну где-то так примерно. Вот, пожалуйста, вот вам, как отрастают рынки. И в следующем году смотрим, что, давайте вот поживем, посмотрим, что будет в следующем году. Также я буду через год показывать, насколько все это выросло. Некоторые сейчас уже боятся инвестировать, я не знаю, в криптовалюту, в акции. Кстати, вот про российские акции я где-то даже на YouTube-канале своем говорил, то что таких цен, как сейчас, летом, мы уже больше не увидим. Инвестируйте, вкладывайтесь в акции, вкладывайтесь в криптовалюту. Пожалуйста, многие очень уходили, но как бы сами видите, как рынок вырос. Пожалуйста. Кто-то сейчас скажет, все, сейчас поздно уже инвестировать. Ничего не поздно. Вкладывайте, инвестируйте. Через год, допустим, биткоин будет стоить уже, я не знаю, ну я не могу сказать, сколько он сейчас будет стоить, но я знаю главное то, что будет халвинг, и он будет набирать рост, так же, как и эфириум. Пока что нет у меня одного эфириума, я пока нахожусь в этой цели, пока не достиг этой цели, но все-таки постепенно накапливаю вот эту вот криптовалюту, то есть я покупаю USDT. Ну что ж, ребята, давайте на этом заканчивать. Буду я об этом говорить также через год, насколько это все выросло. Давайте прощаться. Всем до свидания, пока. Встретимся в следующих выпусках. Всем удачных инвестиций.